Хорошие новости от Госдепа США. В 2024 году Украина будет наступать. Действия ВСУ будут сосредоточены вокруг достижений в Черном море и временно аннексированном Крыму. При этом военная кампания Украины будет опираться на достижения ВСУ в 2023. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Совбез ООН собирался обсудить авиакатастрофу с российским военным самолетом. Впрочем, ничего не решил. Факты того, что на борту находились украинские военнопленные, они на сегодняшний день не подтверждаются. Турция, наконец, одобрила вступление Швеции в НАТО. Дело за Орбаном, но он не торопится с решением. Швеция зашла так далеко в очернении Венгрии, в очернении демократически избранного правительства. Путин больше не милует заключенных. Вместо этого зэки заключают контракты до конца войны. Результатом этой, я бы сказала, реформы, но этого изменения действительно будет некоторое уравнивание в правах мобилизованных с контрактниками, заключенных с мобилизованными и контрактниками. Дорогие подписчики, не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит Ютубу о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. ВСУ ударили по полигону под Иловайском, это в так называемый ДНР. Z-военкоры сообщили, что удар «Хаймерс» был нанесен по скоплению операторов-беспилотников, которые собрались на обучение. Вот совпадение. Погибли около 40 российских военных. Телеграм-каналы пишут, что это были операторы беспилотников проекта «Судный день», так называемого батальона имени Судоплатова, созданного в оккупированной части Запорожской области. Черные ящики, которые нашли накануне на месте крушения Ил-76, доставлены в военную лабораторию в Москве. Ну а Россия срочно созывала заседание Совбеза ООН, где традиционно обвинила во всех грехах Украину. А представительница Украины при ООН Кристина Гаевишин сообщила, что Россия могла прикрываться пленными для транспортировки оружия. Никаких резолюций по итогам заседания не приняли. Мы понимаем, что и Россия, и Украина проводят отдельное расследование инцидента, и Украина призвала к международному расследованию. Организация Объединенных Наций не в состоянии проверить эти сообщения и обстоятельства крушения. Ясно лишь то, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны. Чтобы избежать дальнейшей эскалации, мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны воздержаться от действий, риторики или заявлений, которые могут еще больше разжечь и без того опасный конфликт. Тем временем Следственный комитет России опубликовал новые кадры с места крушения Ил-76. Впрочем, понять по ним совершенно ничего невозможно, даже для экспертов. Но мы имеем факт потери достаточно важного борта, который выполнял военно-транспортные функции, который перевозил военные грузы и транспортировал российских военнослужащих для участия в войне против Украины. Все. Вот мы имеем такие факты. Факты того, что на борту находились украинские военнопленные, они на сегодняшний день не подтверждаются. Исходя из этого, учитывая, что уже прошло достаточно времени с тех пор, как упал самолет, и не предоставлено никакой информации, кроме списка, который опубликовала Симонян, который, он не подтверждает ничего. По сути, на сегодняшний день ничего российской стороной не было предоставлено. Со своей стороны Украина поэтому и настояла на международном следствии и расследовании, учитывая то, что нам, в принципе, скрывать нечего, и тут нечего покрывать, и никто ничего не будет. Просто понятно, Россия не будет допускать международных представителей, Россия не будет сотрудничать с международным следствием, как было не единожды в таких подобных случаях, а будет использовать это для того, чтобы пытаться обвинить Украину в чем-то, только я не могу понять, в чем, собственно говоря. Путин по неофициальным каналам посылает США сигналы, что открыт к обсуждению будущих мер безопасности для Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По словам собеседников агентства, условия российского диктатора передали через посредников в прошлом месяце. Имя посредника источники тоже не раскрывают. Путин якобы готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и не вступления Киева в НАТО,
но будет настаивать на признании контроля над оккупированными территориями. Впрочем, домыслы сегодня развеял Песков. Нет, это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности. Ну и еще одна важная новость от агентства Bloomberg. Оказывается, за 9 месяцев прошлого года Россия импортировала микросхемы, произведенные в США и Европе, на сумму более чем 1,2 миллиарда долларов. В таможенных документах при этом не указано, какие именно компании ввозили чипы в Россию и когда была произведена продукция, отмечает агентство. Компании, которые перечисляет Bloomberg, заверили, что они соблюдают санкции и прекратили деятельность в Российской Федерации, а также расследуют схемы незаконных поставок чипов в России. Ранее в интервью «Настоящему времени» подробности рассказывал военный эксперт Валерий Романенко. Действительно, вот, допустим, если взять, например, малогабаритную управляющую ЭВМ «Багет 6204» с Х-101, да, то 50 иностранных комплектующих – это даже мало. Там в одной, собственно, вот в ЭВМ, ну там вообще ни одной буквы на русском языке на элементах комплектации в этой схеме, да. Там все производство США, Германия, Нидерланды, там что угодно, Швейцария. Китайских практически нет компонентов, очень мало. Тайваньские есть, но это тоже Китай, но это, как говорится, не тот Китай. Вот. Основная масса это, конечно, американские компоненты, там Texas Instruments. И, кстати, Texas Instruments стоят сразу на всех. И на Х-101, и на крылатой ракете «Искандер», и на дронах Куб, Орлан, там, картограф и прочих, и прочих, и прочих. Наконец свершилось. Президент Турции Эрдоган подписал документ о приеме Швеции в НАТО. Швеция вместе с Финляндией подали заявку о вступлении весной 2022 года после нападения России на Украину. Большинство членов Альянса одобрили принятие. Ну а вот Турция обвиняла Швецию в укрывательстве членов рабочей партии Курдистана и затянула этот процесс. В результате Финляндия стала полноправным членом НАТО в апреле прошлого года. Но Швеция не могла завершить процесс. Впрочем, шведскую заявку еще не ратифицировала Венгрия. Орбан снова пытается торговаться. Как отмечает издание «Политика», с решением там не торопятся. Хотя Орбан, которого в ЕС часто обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью, пообещал генсеку НАТО Столтенбергу принять решение как можно быстрее. Ну а сегодня спикер парламента Кёвер заверил, заседание пройдет только в следующем месяце. Я не чувствую никакой срочности и не думаю, что существует какая-то исключительная ситуация. Давайте посмотрим, как Швеция вела себя по отношению к Венгрии в прошлом и в последние несколько месяцев с момента ее присоединения, и какое высокомерие и небрежность они проявили по отношению к нам. Швеция зашла так далеко в очернении Венгрии, в очернении демократически избранного правительства. Заключенных в России больше не милуют. Вместо этого зэки заключают контракты до конца войны, выяснила BBC. С сентября их стали записывать в подразделение с новым названием «Шторм-В», где условно освобожденные служат на таких же условиях, как и обычные контрактники. Хотя ранее им предлагали заключать контракт на полгода. Согласно сообщениям в чатах, где общаются родственники, которые исследовала BBC, теперь в момент подписания контракта заключенных предупреждают, что им придется служить до конца войны. Результатом этой, я бы не сказала реформы, но этого изменения действительно будет некоторое уравнивание в правах мобилизованных с контрактниками, заключенных с мобилизованными и контрактниками. Дело в том, что закон, по которому сейчас работает процедура, по которой заключенных отправляют на войну, принимали еще до того, как начались масштабные протесты мобилизованных. Да, разговоры про это уже шли, но все-таки протесты начались осенью, вот такие, чтобы они были прям заметны. А закон, который вводит норму об вот этом вот самом вот условном освобождении, не путать с условно-досрочным освобождением, Госдума приняла летом этого года. Это закон, который разработали Павел Крашенинников и сенатор Клишес.
да, которые многие репрессивные и всякие иные законы разрабатывают, являются их авторами. И, собственно, этот закон, который был принят летом об условном освобождении, позволяет действительно отправлять заключенных на войну, причем не только заключенных, но и людей, которые находятся еще в следственных изоляторах, у которых еще нет приговора, практически тех, кого будут судить практически по всем статьям Уголовного кодекса. И действительно для этого всего не нужно участие президента Российской Федерации Владимира Путина, который раньше миловал заключенных. Теперь все поменялось, он из этого процесса исключен, он совершенно не нужен, чтобы получить вот это вот условное освобождение. В США впервые в истории казнили при помощи азота. В Алабаме лишили жизни 58-летнего Кеннета Смита. Его осудили за заказное убийство, которое он совершил более 30 лет назад. Казнь Смита длилась 22 минуты, в течение которых мужчина был в сознании. Ранее его уже пытались умертвить методом инъекции, но специалисты не смогли найти вену, чтобы ввести ее. Правозащитные организации назвали азотную гипоксию бесчеловечным методом казни. Эксперты ООН также не видят доказательств того, что применение азота не вызывает боли. При этом власти штата Алабама утверждают, что казнь была гуманной. Мы знаем, что можем обезопасить себя от людей, совершивших ужасные преступления, и привлечь их к ответственности без казней. Именно так мы и поступаем в подавляющем большинстве случаев. Мы выбрасываем ключ. Это не пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Это смерть в тюрьме. И это то, что получает подавляющее большинство убийц. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или же Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!